Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему консультация по вашей текущей ситуации, чем завершится проблема, которая вас беспокоит, что у вас сейчас в жизни происходит, куда это пойдет примерно вот так. И у нас с вами будет на Таро Мопсов 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, сегодня открываю нашу колоду Таро Мопсов. Давно мы ее не брали в руки, заметили, да? Тут вот есть такие красивые цветные картинки в книжке. Кстати, книжка гладкая, все листы гладкие. Мне вообще очень нравятся вот такие вот экземпляры литературы. Замечательные прям. И наша колода. Такая рубашечка у нее. Ну, это для тех, кому интересно, что внутри, да. Вот обычно просят то обзоры, то еще что-то. А я просто показываю, как название и что внутри, да. Потому что когда делала обзоры, почему-то люди не очень смотрят их. Вот. Итак, наши 4 позиции. Первые карты на позициях, которые будут лежать, это кто вы сегодня? Ваша карта личности. Кто вы? Кто вы? Что за человек тут, да? Пришел ко мне на расклад. Итак, пока выкладываю карты, также приглашаю вас на наш канал. Переходите на главную страницу канала, там есть список самых популярных видео на любой вкус абсолютно и цвет. И все они действуют в момент вашего просмотра, да? То есть, сами понимаете. Позиции. Сейчас я раскладываю камушки, значит, камушки. Ой! Немножко сдвинула камеру. Минуточку, секундочку. Вот так, да. Камушки. Кто у нас тут есть? Аметист. Цитрин. Почему-то люблю эти камни и все тут. Принит. И розовый кварц. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А я начинать буду с самой первой позиции. Тут карта «Кто вы?». Вы можете по ней ориентироваться, правильно выбрали позицию, неправильно выбрали позицию. То есть вам всего лишь нужно будет, может быть, послушать первые карты всех 4 позиций или включить генератор случайных чисел или интуитивно выбрать. Все, я убираю последние 3 позиции. Консультация по вашей текущей ситуации жизненной, да? Итак, наш аметист, замечательный аметист, очень красивый, я его очень люблю. Камень этот. И первая карта — это ваша личность, да? Кто вы сегодня? Вот кто вы? Вы у нас 6 кубков. Смотрите, какие мопсики влюбленные на этой карте. Конечно же, карта говорит о том, что, возможно, вы вспоминаете часто о ком-то из прошлого. И вообще у вас может быть рядом даже человек, с которым вас очень многое связывает, да, в жизни. То есть вот карта всегда показывает некую парность или энергетическую связь с кем-то, кто дорог вам, да. И с этим уже есть какое-то вот прям прошлое. Дальше, значит, эта карта показывает людей, которые буквально любят помогать другим, поддерживать других. Это могут быть даже люди, медсестры, например, да, которые работают с больными, врачи, потом социальные служащие, те, кто работает в домах престарелых,
Я извиняюсь, язык заплетается почему-то с утра в домах престарелых. Вот. То есть человек, который может социально кому-то помочь, поддержать, вот даже поухаживать за кем-то, позаботиться. И, соответственно, это такой вот сердобольный человек, который не может пройти мимо чьей-то беды. Соответственно, вы добрый человек, да, вы хороший человек, но, скорее всего, не лидер по натуре. Или сейчас в жизни, сегодня, вы лидерских качеств не проявляете. Может быть, вы в кого-то влюблены, у вас романтический настрой. И также эта карта показывает дружелюбность. Вот смотрите, такие мопсики, они так именно хорошо друг к другу относятся, дружелюбно, да? Может, вы с кем-то сегодня, ну, там, не знаю, пообедать вместе хотите, подружиться, да, пообщаться. Ну, то есть вот такая карта. Очень светлая, на самом деле, светлого человека показывает. Я считаю, что если 6 кубков выпала, значит, вы достойный человек, очень добрый. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим, а в какой жизненной ситуации вы сейчас живете, находитесь, да, что у вас в жизни происходит. Ага, у вас колесо фортуны выпало. Жизнь у вас сейчас переменяется, да, в переменах вы живете. Может быть, вы в отъезде. Или у вас намечается, там, не знаю, переезд, поездка, командировка, да. Ну, в любом случае, именно сейчас вращается колесо вашей судьбы. Именно сейчас вы можете положиться на судьбу, чтобы изменить ее полностью, да, и при этом не иметь стресса. Вы знаете, эта карта, она показывает всегда, что происходит что-то фатальное. Ну, то есть то, что изменить просто невозможно. Судьбоносные события, которые сваливаются как снег на голову на человека, да, он живет в этих переменах, но он не может на это повлиять самостоятельно. Ему придется покориться судьбе. И вот вы сейчас должны просто плыть по течению. То есть вот куда вас вынесет, туда вынесет. Тут даже вот как месяц лодочка, да, такой показан. А почему? Потому что куда-то плывет эта лодочка, а колесо еще и крутится. А наши мопсики вращаются. И есть даже вот такой черный мопс-сфинкс. Да? Ну, или как вот он такой, вот весь такой египетский персонаж, такой интересный. В общем, карта явно показывает, что у вас в жизни что-то случилось или какое-то такое происшествие, да, которое все меняет, да, все переворачивает. Это не обязательно что-то плохое, это просто вот поворот. Это сейчас настолько поменяется обстановка, что вы не будете ее просто даже узнавать. И, соответственно, именно процесс перемены, да, именно сейчас двигается все. И вы можете это ощущать кожей, чувствовать, что вот происходят нестандартные события, да, какие-то в жизни. То, чего вы не думали, что произойдет. То есть вот такая карта. Вот такая ваша жизненная ситуация, да, то есть вы не можете ни на что влиять, по сути, так сильно, как хотелось бы. Вы можете что-то менять в своей судьбе, там, да, в жизни, у вас подвластно там какие-то моменты, но есть именно моменты, которые невозможно контролировать. Вот, то есть засосало вас в эту воронку, и все. Вы не можете взять и повлиять на это. Ну, вы знаете, вообще колесо фортуны часто показывает и везение, и удачу, да, то есть не обязательно концентрироваться здесь на чем-то плохом. То есть многие люди, там, когда слышат, в жизни идут глобальные перемены, на которые ты не можешь повлиять. Все это плохо. Почему плохо-то? Бывает, человеку резко начинает вести, да, там, пришел в лес, грибов насобирал. Вот, поляну целую нашел, а ведь никто ее не находил до него, да. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что вас беспокоит сейчас в жизни больше всего. 5 мечей. Вы знаете, вас беспокоит сейчас больше всего какая-то вражда. Вот может быть такое, что у вас есть агрессор, который не очень вас любит, или конкурент, конкурентка. Может быть, человек, который с вами постоянно спорит, в контрах находится. Человек, которого вы не можете никак тоже проконтролировать, да, повлиять на него, чтобы он стал более к вам благосклонным. Кто-то злой, кто-то мстительный, такой обиженка по жизни.
И этот человек хочет вот в вас что-то победить, да, чтобы вы склонили перед ним колено, чтобы вы перед ним прогнулись, перед этим человеком. Это может быть как женщина, так и мужчина. И просто состояние борьбы, да, вот такой вражды именно, конкуренции, зависти, может быть, со стороны каких-то людей в вашу сторону. Вот это вас очень беспокоит, вот это какая-то злость, зависть, влияние на вас негативное, может быть, с чьей-то стороны. И, соответственно, вы можете часто думать об этом, переживать из-за этого. Я думаю, что когда возникает пятерка мечей, она нас всегда чему-то учит. То есть в жизни она просто так никогда не появляется. Если вы увидели кого-то, кто с вами конкурирует, знайте, что вы очень сильны. Если кто-то вам завидует, значит, даже вам кажется, нечему у меня завидовать в жизни. На самом деле нет, есть чему, и оглядитесь. Вы лучше, чем вы думаете. Вам нужно помнить об этом, что вы лучше, чем вы думаете, гораздо лучше. И у вас есть качества, которые человек не может принять просто потому, что они бесят его в нем самом, понимаете? Но он видит вашу силу, этот человек. Он видит вашу мощь. И он боится вас. Поэтому очень хочет вас преодолеть. По сути, в вас он преодолевает себя. И эта история учит как его, так и вас. То есть, когда вы с кем-то враждуете, кто-то с вами враждует, да, кто-то пытается вас заткнуть за пояс, вы становитесь еще сильнее, вы развиваетесь, вы становитесь более активны в жизни, вы собираетесь и начинаете действовать. Понимаете? То есть это всегда стимул к росту. Так, куда сейчас пойдет дальше жизнь? Она пойдет в тройку кубков. Это карта большого счастья. Вы и так в шестерке кубков, да, вот у вас карта личности. Колесо, кстати, удачливая карта, да, перемены в лучшую, скорее всего, сторону. И тут же тройка кубков. Вот куда пришли эти перемены. Они привели вас к празднику. Они привели вас к потоку изобилия. Видите, сколько корма у мопсов? Они даже его съесть не могут. И косточек им дали, и корма много. И они сами друг у друга есть. Они дружат втроем. Поэтому я вам так скажу, что на вашей улице скоро будет настоящий праздник. Жизнь вас ведет к изобилию, счастью, богатству, процветанию, к тому, что вы чувствуете как счастье, к тому, что вы чувствуете как радость. Вот именно будет, знаете, такое празднично-радостное настроение и состояние в скором времени. Я не исключаю здесь, что может и правда быть какое-то торжество, да. То есть жизнь вас повела в это торжество, оно тоже там влияет на вашу судьбу, да, потому что всегда могут быть полезные знакомства, общение на праздниках, какие-то контакты, заведение друзей, вот, даже иногда нахождение любимого человека, если у вас еще нет. И, конечно, тройка кубков, она такая карта, она очень интересная. Она исполняет желания. Вот, может быть, вы себе чего-то очень желаете, да? Колесо вращается, жизнь меняется. Неизбежно ваше желание исполнится, и вы даже не можете этому помешать, а вы не хотите. И, соответственно, загадывайте желание, потому что тройка кубков, она здесь четко показала, что у вас может быть исполнение, реализация этой мечты. Реализация желания, да? То есть это очень такая светлая карта, и она счастливая, она настоящий талисман, как и многие карты есть в колоде Таро. Туз пентаклей, туз кубков, там, например, маг, да, колесо тоже фортуны можно использовать как талисман, девятку пентаклей, десятку пентаклей, многие. И вот тройка кубков не исключение, то есть это карта свадеб, радости, корпоративов, веселых вечеринок и просто поводов для счастья. И когда рядом есть, как минимум, люди, да, двое человек там, которые вас поддерживают, как разрешится та проблема, которая вас беспокоит, чем она именно завершится. Давайте посмотрим, чем завершится эта проблема. Тут у нас, значит, паж мечей показывается. Тут это паж костей, да, такой смешной мопс. У него кость за пазухой, и он бежит куда-то. Вот карта, она показывает здесь, что будет именно конфликт. То есть
этот конфликт и разрешит эту ситуацию. Он будет именно лицом к лицу. Вот бывает такое, что вас кто-то подсиживает, подгаживает, там, да, борется с вами, завидует. Но паж мечей – это уже высказанное. То есть то, что сказано в лицо с презрением друг к другу, претензиями, да. И даже может быть какой-то, ну не знаю, ссора, скандал. Однако это тут же завершает эту историю. После этой ссоры, после этих высказанных слов больше ничего не будет. Я не советую вам избегать этого конфликта. То есть есть человек, который вас беспокоит, да, в жизни, и лучше открыто заявить друг другу о ваших претензиях. Может быть, это и разрешит эти претензии, а может, никаких претензий в итоге не окажется. Вы знаете, такое очень часто бывает, что люди долгое время, которые не знали много друг о друге, да, но как-то конкурировали, вдруг поговорили и разговорились, и даже подружились. Понимаете? Поэтому открытый разговор важнее, чем вот такой вот, ну, знаете, гаденький конфликт, который постоянно вводит друг друга в подозрение, да, а что будет дальше, а что ты мне готовишь, какую пакость. Вот. А тут сразу прям поговорили и поняли, что может и никаких пакостей-то нет, и не будет там, например, да, и все такое прочее. Так, поправлю. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Консультация по вашей жизненной ситуации, да, смотрим. Смотрим консультацию по вашей жизненной ситуации. Вот как будто прям будет, хоть и 4, но как индивидуальных таких раскладов, если вы ко мне пришли со своей жизненной ситуацией. И первая карта – это ваша карта личности сегодня. Это карта верности и правды. Это дополнительный аркан в колоде мопсов, второй мопсов. И она показывает, что вы с кем-то смотрите вдаль, вы не собираетесь не расходиться, не расставаться, а преодолевать любые препятствия, трудности. Вот вы долго скакали вместе, да, в жизни, и видите, наконец-то появился город, и скоро будете в этот город входить, так скажем, вместе, опять же, да, рука об руку. И вы были все это время верны друг другу и знали, что когда-то вы преодолеете все и сможете дойти до своего счастья. Вот знаете, карта в любом случае некой парности или верности своим жизненным идеям, устоям, своим принципам или своей цели. То есть, несмотря ни на что, я буду преследовать свою цель, да. Я знаю, что эта цель верная в жизни, и я знаю, что я добьюсь того, чего я хочу. Это старший аркан, это именно старший аркан. А это значит, что вы в важной какой-то жизненной истории сейчас находитесь. Ваша карта личности, да, она говорит о вашей принципиальности и о том, что у вас такой-то и этап в жизни очень важный сейчас, да, то есть как вы себя, покажете, так и будет. То есть дальше жизнь пойдет именно по тому сценарию, который вы выберете благодаря своей верности, понимаете? Если вы останетесь верны там, человеку или, допустим, каким-то жизненным принципам, значит, вы выдержали этот экзамен, и вас ждут самые лучшие почести. И жизненная дорога у вас сейчас открыта. Пора идти в этот город счастья. У вас был долгий путь. Хорошо, давайте посмотрим, в какой жизненной ситуации вы сейчас находитесь конкретно. Да? То есть карта личности, вы верный человек. В какой жизненной ситуации, что сейчас-то происходит, да, в жизни вы находитесь. А вот опять рыцарь. Рыцарь жезлов у нас выпал. То есть вот тут у нас конь, да, с мопсом. И тут мопсяк, который скачет, да. Смотрите, вы сейчас пытаетесь двигаться вперед, несмотря ни на что, резво очень, полные огня, решимости и страсти. Вы постоянно находитесь в движении, ваша жизнь очень активная. Может быть, в вашей жизни важен какой-то человек, вероятно, мужского пола, связанный со стихией или огня, или просто очень активный,
и вместе вы как бы сила, да. Если вы один или одна двигаетесь, то эта карта показывает, насколько вы активны, насколько у вас много лидерских качеств, и не отступайте от своего никогда, вы добьетесь всего, чего вы хотите. Просто нужно дальше скакать. Конечно, карта иногда показывает некоторую импульсивность. Ну, то есть слишком порывистые действия, иногда не совсем обдуманные, но здесь очень много страсти к жизни и результатов просто потому, что человек очень желает чего-то. У него есть именно к тому, что он желает, большая страсть и воодушевление. То есть он знает, что это ему нужно, вот трава не расти очень-очень. Вот бывает такое, что ты точно знаешь, чего ты хочешь, и точно знаешь, куда ты идешь, и к какой цели, и тогда никто не может тебя остановить. Вот вы сейчас живете в этой жизненной ситуации, вы скачете во весь опор, напролом, несмотря ни на что, вот ваша открытая дорога. И если карта показывает вдруг отношения, то это очень страстные и дикие и невероятные отношения. Но еще пока в них нет обузданности такой, вот, да, контроля. То есть это когда люди не смогли еще надеть друг на друга вожжи, да, или как сказать, одеть друг на друга вожжи, вот. То есть притормозить друг друга, привязать к себе, а скорее они свободные личности, но в то же время держатся друг с другом на основе именно страсти, на основе взаимного вот такого невероятного интереса. И отпускать никто не хочет, но и пока не считает себя скованным, понимаете? То есть пока еще не считает себя под гнетом, там, допустим, брака или каких-то отношений. То есть даже люди могут быть в браке, но не считать себя в нем вот такими несвободными, понимаете? Хорошо, давайте теперь посмотрим, что вас беспокоит сейчас в жизни больше всего. Потому что вы на прорыве прям скачете, да? Что вас беспокоит-то больше всего в этой ситуации? Ага, двойка сосисок, это двойка пентаклей. Вас беспокоит, как вы себя покажете. То есть, как вас воспринимают другие люди. Насколько вас видят профессионалом, мастером своего дела или красивым, обаятельным человеком. Смотря какая сфера, да, больше всего сейчас у вас на первом месте. Допустим, если это работа, финансы, как вас воспринимают, хотят ли вам платить, вот, хотят ли вам, так скажем, предоставить карьерный рост или заказывать у вас что-то. Как я выгляжу со стороны, то есть очень беспокоит и переживает этот вот человек внутри, что... Кто я, да, как я выгляжу со стороны. Я очень хочу добиться успеха, но вот как меня видят? Не клоуном ли меня видят в высоком колпаке? Если в любви то же самое. Нет ли в этой любви непостоянства? Нет ли у человека выбора еще с кем-то, кроме меня? Не конкурирую ли я с кем-то? Лучше ли я, хуже других? То есть меня воспринимают для серьезных-то отношений или нет? То есть у вас может этот вопрос прям стоять как проблема. С одной стороны, есть страсти. Вот я как говорила выше, да, что люди не воспринимают друг друга именно в серьезных отношениях, как свободные личности, но у которых друг к другу большая сильная сердечная привязанность и страсть. Вот тут вас это может беспокоить в итоге. То, что демонстрирую ли я себя так, чтобы меня в итоге признали по-серьезному. И то же самое это может быть в жизненной реализации, да. Очень часто такое бывает по этой карте, что человек классный профессионал, но другие его воспринимают только на малую оплату. И это очень может беспокоить, потому что он достоин большего, но выглядит, допустим, как будто бы, как ему кажется, дешево, да? Хорошо, давайте посмотрим, куда вас жизнь-то поведет сейчас. Из рыцаря-то жезлов, короля кубков, смотрите. Такой вот замечательный король. Вы знаете, если все-таки личной жизни касается, влюбленный мужчина уже для серьезных отношений, который понял, что есть душевное единство, есть платоническая связь, кроме физической, и готов взять на себя ответственность. То есть для женщины это знак. Для мужчины это тоже знак, что он может перейти в стадию серьезных отношений, а женщина будет не против. Карта душевной поддержки и
все-таки она показывает вот как раз вот то, что вас беспокоило. Не клоуном ли я выгляжу, да, это достойный человек. Если все-таки эта карта показывает ваше состояние, то многие вас будут уважать. Именно потому, что вы умеете выслушать, поддержать и выглядите уже недешево, а очень-очень дорого и достойно. Понимаете, у короля всегда есть статус. У двойки, конечно, такого статуса нет. Она живет, пытаясь балансировать, ну, в жизни, да, вот по лезвию ножа ходит. А когда мы видим короля, он уже сидит более так твердо, да, на своем троне. И вы знаете, король кубков — это человек, который правит, ну, так скажем, страной, где есть постоянные праздники. Уж кто, а король кубков обожает устраивать балы. Вот, может быть, вы будете в отношениях с таким человеком, да, который любит устраивать балы и разные представления, светскую тусовку, да, или просто, ну, много общения с людьми. Либо это вы будете, да, постоянно общаться с людьми и устраивать разные тусовки, вечеринки, связанные, может быть, с бизнесом, с работой. То есть соберете вокруг себя какой-то определенный круг людей, которые могут поддерживать друг друга именно в финансах, да, в работе, в бизнесе. И заключать какие-то взаимовыгодные, может быть, даже контракты. Вы знаете, эта карта, она такая светлая, она всегда показывает кого-то, кто, ну, очень коммуникабелен. И в обществе такой человек никогда не пропадет, его все обожают. Он буквально душа компании, душка, понимаете, душка такая. Хорошо, давайте посмотрим, а как завершится вот та проблема, которая у вас наболела, да? Проблема вот этих качелей и, может быть, какой-то недооцененности и вашей демонстрации. Видите, карта мир. Вы, как сказать, вы покорите этот мир, да? Мир бросится к вашим ногам. Вы обретете внутреннюю гармонию и поймете, насколько вы ценны. Люди будут вас уважать. Вот как я говорила выше, да, про короля кубков, уж его-то точно в обществе ценят и уважают. И действительно, карта мир подтвердила, да, в скором будущем у вас разрешится эта внутренняя проблема какой-то там дешевости, неоцененности. И как будто бы люди, как, знаете, вот смотрят, вот представьте, там, допустим, стоит толпа специалистов, да, вот все они одинаковые менеджеры, например. И вам кажется, что вы с этой толпой не просто сливаетесь, а выглядите прям хуже других. Начинает начальник выбирать из всех менеджеров, кого повысить, а вы на последнем месте. Вот у вас будет прям по-другому. Вот стоит толпа менеджеров, да, начинает выбирать начальник, кого повысить. Смотрит, я начальник, и ты тоже начальник. То есть вот до такой степени у вас дойдет в скором времени. И то же самое в любви. Вот стоит толпа девушек, мужчина выбирает себе, у него к многим есть страсть. А вы себя считали приниженной. То есть, мол, из всех девушек он на последнем месте выберет на мне жениться. А сейчас нет, на первом месте на тебе жениться. Понимаете, вот как? Вот все перевернется как-то у вас в жизни. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше. К позиции номер 3. Консультация по вашей жизненной ситуации. Вот представьте, что она прям даже индивидуальная практически. Итак, первая карта — это вы. Кто вы сегодня? Ух ты, вы у нас король жезлов. Прекрасная карта. Если вы женщина, у вас слишком много мужских черт характера. Вы лидер по натуре и всего в жизни добиваетесь самостоятельно. Никто на блюдечке ничего вам никогда не принес. Если вы мужчина, вы лидер, классный человек, обаятельный, вы задаете везде свои правила. И да, вам тоже на блюдечке никто ничего никогда не принес. Вы всего в жизни добиваетесь только сами. Пробиваете этот мир своим лбом, дорогу себе экскаватором, да, прочищаете и идете вперед через бурелом. То есть вот тут в этом суть карты, да, что человек прям-таки знает, что у него много силы, он будет сражаться со всеми жизненными обстоятельствами негативными и будет только идти вперед. Он никогда не остановится, он знает, что он сильный, он лидер, и единственное, что у него может быть нехорошего, это то, что он слишком перегибает в этом лидерстве и заносчивости палку. Ну, то есть, такой человек может командовать излишне другими людьми, помыкать ими, показывать из себя начальника, да?
ну и, соответственно, может распоряжаться чужой жизнью, ну то есть слишком даже затюкивать своих детей в своем вот этом командном настроении. Поэтому здесь во всем есть свои грани, да. Такой человек, кстати, очень любит иногда с кем-нибудь поскандалить, просто чтобы набраться нужной себе энергии для больших свершений. Вот. Я не говорю, что вы вампир, а просто вот, понимаете, любите острые, приятные такие, иногда негативные, иногда позитивные эмоции. Там, не знаю, неожиданный всплеск любви, там, сексуальной страсти, и тут же наоборот, резко с кем-то поконфликтовали, и вот вроде жизнь кажется очень бурной, понимаете? Хорошо, давайте посмотрим, в какой жизненной ситуации вы сейчас живете, находитесь, да? Ага, Паш кубков. Смотрите, какой он хорошенький. И как же он смотрит, как же он смотрит. Он говорит, ты чего мне рыбу положила? Да еще и сырую, что ли? Так я же корм люблю, роял канин какой-нибудь. А почему ты мне рыбу-то свежую туда кинула? Я хочу есть. Ну, шутки шутками, а на самом деле вот такое чувство, что к вам кто-то идет с просьбой. Вот сейчас в вашей жизненной ситуации есть перед вами постоянно вот такие вот бедненькие глазки чьи-то, которые хотят есть. Это может быть член вашей семьи, это может быть ваша девушка, или даже ваш парень, или там даже муж, который постоянно говорит, я есть хочу, сделайте для меня что-нибудь хорошее, помоги мне туда-то сходить. Вот многие люди сейчас помогают беженцам обустроиться, да, вот то же самое, Паш кубков, помоги, пойди переводчиком со мной, помоги оформить документы, ой, посиди со мной, ой, сходи со мной к врачу, понимаете, вот, то есть постоянные просьбы, 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 и ваша жизнь, она может начать стираться просто потому, что вы в этих просьбах чьих-то растворяетесь. Сделай для меня то, сделай для меня это. Но также, конечно, Паш кубков очень часто показывает романтическую любовь. Ну, то есть слишком сильную кому-то душевную, приятную такую привязанность, романтику, свидания и задушевные разговоры. То есть у вас может быть, да, обратная сторона этой карты, такая добрая сторона, что вы сейчас в романтическом периоде жизни влюблены и ходите под впечатлением от этого, да. То есть такая прямо эйфория, но и общение идет. Хорошо, давайте посмотрим, а что вас сейчас в жизни-то больше всего беспокоит? Ага, 8 жезлов. Все вертится слишком быстро. Жизнь идет слишком быстро. Кто-то чего-то от вас добивается. Сообщается много слишком новостей в вашу сторону, да, вот, которые вы должны переварить. Нужно много оформить документов, тут же куда-то сбегать, тут же что-то сделать. Вы не замечаете, как проходят дни. Вы не замечаете, как проходит ваша жизнь. Вас это очень беспокоит. Скорость, вот эта скорость пролетания вашей жизни мимо вас, она вас очень беспокоит. И также, может быть, даже кто-то пытается с вами выходить на конфликт, добиваться от вас каких-то результатов срочно, там, тех же документов или еще чего-то. То есть, с одной стороны, есть человек, допустим, которому нужно помогать постоянно, с другой стороны, ваши обязанности, и от вас начинают уже требовать. О, где твоя выполненная работа, что происходит? Ты так вот, я вроде кому-то помогаю, но меня это не волнует, где твоя работа, где выполненная работа. И от вас начинают добиваться, да, 8 жезлов. То есть вас беспокоит то, что вы ничего не успеваете. Вас беспокоит то, что жизнь слишком скоротечна. Хорошо. Куда сейчас пойдет ваша жизнь от пажа кубков? Куда дальше? Давайте глянем. Ага. Смотрите, единорог. Вы знаете, это мистическая карта. В вашей жизни случится что-то очень сильно волшебное. Вот прям таки магия, волшебство, да, произойдет. Что-то неожиданное, необычное и именно добро-волшебное, то есть как будто бы вы встретили единорога. Давайте представим, что вы действительно его встретили лунной ночью на берегу моря, океана или озера, там, я не знаю. Что вы сделаете? Что вы почувствуете? Вот эти, представьте внутренние ощущения, как вы встретили единорога. Единорог – это существо, которое не показывается просто людям. Оно показывается только чистым душам. Я бы не сказала, что души бывают прям безгрешные.
Но есть люди чистые душой, ну то есть у которых нет злых помыслов, нет подлости внутри, вот, и нет желания кого-то поучать, ставить на место, а именно просто вот согласно своей натуре человек по-чистому живет. Между прочим, люди делятся действительно по назначению, да. Есть даже чистые душой палачи. Если их поставили работать, но они посвящают эту работу Богу, то значит, эта воля Бога исполняется. Даже если человек палач, он может быть чист душой. Может быть, вы об этом когда-нибудь слышали. Но на самом деле даже были и такие святые, кто и мясо резал, и там, ну, животных убивал там на мясо, да. По-моему, даже были вот такие, как я исполняю просто вот мысли, да, я исполняю во имя Бога духовную практику. Это моя такая вот как кармическая обязанность, да. И человек, он исполняет свои любые жизненные обязанности, он приходит в разных воплощениях, в разные жизни, исполнять разные функции и во всем себя пробует. Но все зависит от того, как он это делает, да. И да, есть люди в абсолютно любой профессии, в любом назначении, но чистой душой. И только такой человек может встретить единорога. Других вариантов просто нет, единорог не придет, не покажется. Вам пришел единорог. Это говорит о том, что в вашей жизни идет благословение свыше, благословение Бога. И это знак вашей чистой души. И, скорее всего, Бог даст вам абсолютно все, что в жизни вы достойны и хотите. И, как бы, может быть, вы получите благословение на много поколений вперед от какого-нибудь святого, например. Но главное просто посвятить себя высшей миссии, да. Можно готовить с именем Бога на губах, а можно проклиная. Это будет два разных вида пищи, которые вы приготовили. Соответственно, единорог пришел к тому, кто готовит и молится, и благословляет пищу, которую он готовит. Вот. Поэтому, да, ваша жизнь дальше будет благословенной. Может быть, от того, что вы как раз помогли кому-то. Абсолютно может быть бескорыстно. Хорошо, давайте посмотрим, как разрешится ваша проблема скоротечности жизни и того, что вы ничего не успеваете. А вот тут у нас вышла шестерка пентаклей, шестерка сосисок. А вам помогут как высшие силы, так и посланные ими люди. Вам действительно придут помощники. Это все вам или ваш ангел-хранитель, или святые, или Бог послали, чтобы вам помогали и разрешили ваши проблемы вместе с вами. Я не говорю, что вам не надо будет больше руку прикладывать к вашим проблемам, но сам факт, то, что вы получаете помощь, это совершенно точно, в том числе, может быть, материальную. Поэтому будьте внимательны, сейчас пойдут знаки, да, в жизни, и будет такой вот очень интересный святой этап. Ну, вот такая позиция номер 3, она невероятная. Эта карта, ну, крайне редко выпадает, честно говорю, крайне редко. А мы идем дальше к позиции номер 4. Консультация по вашей жизненной ситуации, наш розовый кварц. Давайте смотреть первую карту. Это карта вашей личности сейчас. Кто вы? Тройка мечей. Вы огорченный человек, который столкнулся с правдой. Он не хотел ее видеть. Он даже не думал, что она может быть и есть. Но когда-то нам приходится сталкиваться с реальностью. Тройка мечей, она очень многому учит. Она всегда показывает, что мы жили в иллюзиях, да? Мы кому-то придавали не тех качеств характера, не те функции, да, даже своей жизни. Мы придумывали себе людей, мы придумывали себе окружающую действительность, свою работу или там даже свою семью. Мы придумывали все. И, наконец-то, нужно понять, а вот она правда. Вы знаете, тройка мечей – это жизненный урок. Один раз стоит человеку пережить тройку мечей, и он навсегда запомнит и на всей жизни запомнит. Его душа на всей жизни запоминает, чего делать нельзя. Понимаете? И вот мы сегодня об этом говорили как раз.
что у меня произошла негативная ситуация в прошлом, уже, получается, 13 лет назад. С животным, с домашним была негативная ситуация. И когда это все произошло, я 10 лет не могла это отпустить все, да. Я посчитала себя виноватой, допустим, и не могла это отпустить. Вот. А потом задумалась в какой-то момент, что, я, во-первых, получила такой урок, я никогда больше не сделаю этой ошибки, да. Потом, да, я понесла наказание, но я на все жизни оставшиеся, которые будут у моей души, знаю, что чего делать нельзя. И потом мне пришло осознание, что вот люди, да, они заводят маленьких утяток, крольчаток, барашков, козочек, телят, кур, цыпляточек, там, кошечек, собачек, а потом берут и их убивают. Некоторых, чтобы съесть. И я поняла какое-то предательство невероятное. И я вот с 2016 года я не ем вообще мясо. Ни в каком виде, никакие рыбы, ничего. И просто это один раз нужно осознать. У кого-то есть этот урок тройка мечей, и он это уже осознал. В каждой жизни, причем у нас есть целый набор осознаний, да, на наших ошибках. А кто-то еще не осознал, потому что ему только это предстоит пережить что-то такое, да, что его потрясет, и он поймет, что нельзя кого-то есть, кого-то еще и вырастил, потом взять своими руками, убить и съесть, что ли. И понимаете, вот у каждого есть прям очень большой набор этого. Вот, допустим, вы влюбились в мужчину, да, представим эту ситуацию, что вы влюбились в мужчину, а он еще пока вам не ответил. Вы ходите в эйфории и считаете, что он должен вам ответить. Слово «должен» тут ключевое. И вдруг появляется информация, что этот человек влюблен совершенно в другого человека. И вот она тройка мечей, да? То есть я совершаю ошибку, я влюбляюсь в человека, который даже не давал никакого намека на это, с которым, так скажем, была только иллюзия, да, то есть я придумала себе, просто потому что человек мне там внешне понравился, да, и я получаю какую-то травму для себя, огорчение, что человек, оказывается, любит какого-то другого человека. То есть это мы сталкиваемся с реальностью, с правдой. А сначала мы себе выдумывали. И теперь вы всегда будете помнить, если достаточно сильно пострадали, да, кому-то нужно много раз пострадать, чтобы понять. Вот. Но вы всегда будете помнить, если достаточно пострадали, что вот так влюбляться нельзя. И будете, естественно, счастливы в любви, то есть соберете себе параметры счастья в любви. Да? Кто-то влюбляется, там, не знаю, в алкашей, кто-то в наркоманов. То есть будет влюбляться до тех пор, пока не получит настоящую психологическую травму, но тогда больше ни в одной жизни, ни в одного алкаша и наркомана не влюбится. Понимаете? Вот она очень полезная, тройка мечей. Однажды ее пережив, ты никогда не совершишь этой ошибки. Вот у вас это личностное состояние сейчас такое. Так, а что в вашей жизни сейчас происходит? Какая у вас сейчас ситуация в жизни? А вы у нас прям-таки император. Или в вашей жизни правит император. Бывает такое, что мы сами исполняем функцию императора. То есть нам нужно отвечать за свою семью, за рабочий коллектив, там, за родню, за всю, за дом, за хозяйство, там, я не знаю. И мы несем эту функцию правителя. То есть ты должен всем дать денег, распределить обязанности, управлять, показывать законодательство, да, какое-то, добавлять правила, убавлять правила. Либо в вашей жизни кто-то правит. Сейчас кто-то правит. Есть правитель, да, которому вы подчиняетесь, и пока что это изменить нельзя. Основной мужчина или основная женщина. Чаще всего император несет мужскую функцию. И вы подчиняетесь этому мужчине в силу жизненных сложившихся обстоятельств. Например, допустим, это ваш муж. Вы должны с ним считаться, потому что у вас общий дом, общие дети. Там, допустим, да, он вас содержит или вкладывает просто частично бюджет
в бюджет, в свою зарплату. То есть это правящий мужчина в вашей семье, и вы должны в чем-то с ним согласоваться, постоянно подчиняться и постоянно считаться. Если это начальник, то же самое, да, то есть он сейчас очень сильно влияет на вашу жизнь. Может быть, это ваш отец. То есть вот вы либо сами правите на троне, либо вами кто-то правит на троне, а вы, ну так скажем, кто-то подчиненный, да. Хорошо, что вас сейчас в жизни больше всего беспокоит? Это Демитка. Это Демид, мой мопс, как раз, вот видите, на втором мопса гадаю, он хрюкает. Смотрите, вас беспокоит повешенный. То, что вы находитесь в подвешенном состоянии. Смотрите, у него 8 титичек, это ж надо, у моего тоже. Вот, и невозможно двинуться, да. Вы как будто бы какая-то святая жертва. Вот, вы попали в жизненные обстоятельства, где вам нужно принести жертву. Допустим, или вы попали в такую ситуацию, где у вас есть цель, вы очень чего-то желаете, но для этого нужно чем-то пожертвовать. Вот либо я жертвую, либо я остаюсь в этом подвешенном состоянии без того, что я хочу. Вот либо жертвую, либо остаюсь, понимаете? Вот только два выбора. И также повешенный просто показывает жизненную ситуацию, где человек, по сути, в подвешенном состоянии находится, ну то есть его подвесили, и он не может шевелиться. Кто-то над ним опять же властвует, да, помыкает. И когда меня снимут отсюда, то есть он жертва, такая жертва, да, меня принесли в жертву. И, конечно, это беспокоит, потому что это явно неудобное состояние, что в той ситуации, что в другой. Хорошо. А куда сейчас из императора пойдет ваша жизнь? Какой аркан? Справедливость. Вы знаете, у вас ничего не меняется. Император и справедливость очень похожие арканы. Вы должны будете жить по закону справедливости. Что посеешь, то и пожнешь. Вами правит, так скажем, карма. Пока что, да, вы еще кармические узлы не развязали, не разрешили свои кармические задачи. И пока вы не достигнете кармических задач, вам нужно жить очень честно, праведно, выполнять свои функции, какие у вас в жизни есть, и соблюдать законы общества, нормы порядка, свой брак там или свою государственную службу. Назад дороги нет. Вам придется это выполнять в ближайшем будущем совершенно точно. То есть вы живете по закону справедливости. Что эта карта это сказала, что это они практически идентичны и похожи. Пока в вашей жизни ничего не меняется, к сожалению или к счастью. Может быть, в принципе, вас все устраивает, да? Но тройка мечей с повешенным как-то не очень об этом говорят. Вы чему-то подчиняетесь. И пока этого не изменить, да? Хорошо, как завершится ситуация, которая вас беспокоит? Давайте посмотрим. Она завершится 4 мечей. Что это значит? Она, понимаете, она сойдет на нет. Эта карта показывает, что повешенный сойдет на нет. Из повешенного вы переходите сюда, на вот этот постамент, где вы лежите, да? Лежите и отдыхаете, так скажем, от этого повешенного. Идет остановка этой ситуации. Я не думаю, что если вам нужно ради чего-то, ради того, чтобы добиться чего-то, чем-то пожертвовать, то вы этого добьетесь по 4 мечей. К сожалению, такого пока не будет. Чтобы добиться чего-то и пожертвовать чем-то ради этого, нужно все-таки это сделать. Вряд ли вы на это решитесь, вы скорее уйдете в 4 мечей и останетесь там отдыхать от пережитого стресса. То есть стресс для вас слишком велик сейчас. Что такое 3 мечей? Вы испытываете гигантский стресс. Что такое 4 мечей? Это отходняк после 3. Понимаете? Просто отходняк после 3 мечей. Когда мы успокаиваемся, когда мы перестаем это чувствовать, когда мы отдыхаем. Для вас сейчас не время для свершений, не время для достижения новых целей. Нужно пережить просто то, что есть. Понимаете, в этом суть. И да, вы отдохнете, да, вы это переживете, но пока не до достижений. Вот. Вам просто нужно это перестрадать, перемучить, так скажем, и отпустить, и простить. Вот 4 мечей – это процесс отпустить, простить, успокоиться и перейти в состояние некой эйфории от того, что вы так устали, что теперь можете просто отдохнуть, да, и вы будете чувствовать эйфорию просто потому, что отдохнете от всей этой ситуации. То есть это нужный этап в жизни, а потом уже перейдете к достижениям.
Ну и все это время вы будете исполнять какие-то функции, да, или кому-то подчиняться. Ну вот такая вот у нас сегодня 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.